Всех приветствую на канале. Сегодня наконец-то готов ваш долгожданный мастер-класс по этому шикарному укороченному кардигану. Я его связала именно короткий, но вы можете связать любой длины, какая вам больше нравится. Кардиган вяжется снизу, у него всего лишь есть только два шва, это плечевые. И благодаря им, видите, как плечи ярко выражены. Такой эффект даже подплечников есть. Сейчас вам подойду поближе. Если вам не нравятся такие острые плечи, вы тогда можете сделать вот эти швы петля в петлю, и они будут более мягкие. Но мне понравились именно вот такие вот ярко выраженные. Это придает кардигану стиль, такой завершенный образ. Я бы сказала, что такой кардиган можно надеть и в офис, как строгую одежду. Я в какой-то группе на Фейсбуке читала, что нет вязаных изделий, какие можно вот носить именно в офис, чтобы был такой строгий стиль. Мне кажется, вот этот кардиган как раз является именно такой. Он очень лаконичный, очень эффектный, очень простой. Обратите внимание на узор рукава. Он такой очень ненавязчивый, но с изюминкой, делает кардиган очень легким. Сейчас вам спинку покажу. Классный получился. В общем, свяжем мы с вами его на любой размер. Я расскажу, как снимать мерки. И еще один такой лайфхак для меня. Кардиган этот на пуговках. Сейчас я вам покажу. И чтобы пуговки лучше держались на вязаном изделии, обязательно с изнаночной стороны делайте вот такую вот потайную пуговку. Тогда планка не будет вытягиваться, и если вы расстегнете кардиган, пуговицы не будут свисать, а будут очень красиво смотреться. Ну что, давайте приступим к вязанию. Так выглядит мой кардиган поближе. У него только шов идет по плечу, как я уже говорила. И вот здесь вот идет шов, когда мы пришиваем планку к спинке. Положила в кадр тут мои любимые спицы укороченные. Ими очень удобно вязать рукава мне было. Вязала максимально быстро, поэтому рекомендую такие спицы укороченные вам приобрести. Я уже делала на них обзор в одном из прошлых видео, ссылочка будет в описании, можете сходить посмотреть. Давайте теперь перейдем к меркам. Для вязания мне нужен был обхват груди, в моем случае 86 сантиметров, обхват бицепса у меня 24 сантиметра и обхват запястья. И смотрите, как необычно вяжется сам кардиган. Мы начинаем вязание снизу, вяжем до уровня пройм, обязательно оставляем подрез и потом вывязываем, смотрите, каким образом полочку. Мы формируем убавление для V-выреза и формируем вот с этой стороны, со стороны проймы прибавление для спущенного красивого рукава. Посмотрите, вот если взглянуть на сам кардиган, видите, вот эта линия, вот она идет с прибавлениями, и у нас получается очень красивое спущенное плечо с очень хорошей посадкой. Обязательно мы подрез делаем. Подрез равен 1/4 обхвата бицепса, в моем случае 6 сантиметров подрез. И смотрите, как мы рассчитываем величину прибавлений. Я беру обхват бицепса, делю пополам, то есть мне необходимо связать 12 сантиметров или половину обхвата бицепса, делая прибавление в каждом втором ряду. А затем мы наоборот начинаем убавлять и формируем вот эту часть нашего кардигана. Прибавки у нас формируется пройма, убавками формируется плечевой шов. И количество убавок должно быть равно количеству прибавок, которые мы сделали, то есть тоже самая половине обхвата бицепса. И у нас остается еще небольшой прямой участок для тоже такой вот, оно, видите, плечо прямое, а потом пошло вскос. Смотрите, я делала кардиган укороченный, у меня до пройм 24 сантиметра было связано вместе с резинкой. Затем ширина кардигана я брала к обхвату груди плюс 10 сантиметров. Это есть ширина вообще всего кардигана без учета планок. То есть планки это уже дополнительно еще плюс 3 сантиметра с одной и со второй полочки я добавляла к этому. То есть в итоге у меня получилось
96 сантиметров и еще плюс 6 сантиметров планки. Это планка, как я сказала, с одной стороны 3 сантиметра и со второй стороны. То есть кардиган достаточно свободный. Дальше. Обхват запястья нам нужен для того, чтобы определить ширину манжета. То есть резинка в нерастянутом состоянии должна равняться как раз-таки обхвату запястья, чтобы рукав удобно сидел. Ну и вот ширина рукава, это тоже уже индивидуальная каждая мерка. Я вязала 40 сантиметров. И вообще длина всего кардигана от резинки до вот этого вот плечевого шва у меня получилось 44 сантиметра. Смотрите, спинка у нас формируется тоже так же, как полочки. Вы видите, мы сначала также вязали для проймы прибавления, а потом начинали убавлять. И по спинке я никакой вырез не делала, просто все петли закрыла. Вязание начинаем снизу. Давайте приступать. Я набрала петли, это имитация итальянского набора. Выполняется при помощи воздушной цепочки, которая набирается крючком. Я не буду показывать, как выполняется такой набор. На канале есть подробный видео-мастер-класс. Ссылку оставлю в описании, перейдете и посмотрите. Всего на спицах у меня сейчас 255 петель, а изначально на цепочку я набирала 128. Сейчас я буду вязать резинкой 1 на 1. Выполнять буду двойные кромочные петли. Они вяжутся очень просто. Мы всегда первую снимаем, вторую будем вязать лицевой, а предпоследнюю петлю будем снимать нить перед работой и последнюю вяжем лицевой. То есть на канале тоже есть мастер-класс по двойным кромочным петлям. Если что-то непонятно, можете по ссылочке в описании сходить посмотреть. Дальше у меня после двух кромочных будет 9 петель планки и затем уже как бы само тело кардигана. Но сейчас мы все вяжем резинкой 1 на 1 до того места, где у нас начнется петля для пуговицы. Я провязала 2 кромочные, и само вязание у меня начинается с изнаночной петли. Я связала 2,5 сантиметра всего. Держу вязание лицевой стороной к себе и сейчас буду формировать вертикальную петлю для пуговицы. У меня здесь 2 кромочных в конце и сама планка составляет 9 петель. Я сейчас провяжу 2 кромочные и 5 петель и буду формировать уже отверстие для пуговицы. Провязываю кромочные. Так, после этой петли у меня уже будет отверстие для пуговицы. Хоть эта петля изнаночная, я провяжу ее лицевой, то есть это будет кромочная петля. Разворачиваем вязание и вяжу еще несколько рядков в зависимости от того, какую высоту петли я хочу получить. Я связала 5 рядов и теперь будем вязать на 5 рядов остальную часть резинки. Для этого мы 5 рядов делим пополам, получается примерно 2, и я делаю 2 накида на правую спицу и после этого приступаю к вязанию второй части резинки. Вяжу их по рисунку. Сначала первую петлю провязываю, дальше буду ее снимать. Мы сейчас вяжем ряд до конца, потом возвращаемся назад и последнюю петлю и первый накид провяжем 2 вместе. Уже вернулась к отверстию для петли. Посмотрите, вот у меня последняя петля и вот он накид. Петля изнаночная, поэтому я провязываю петлю и накид 2 вместе изнаночной. Разворачиваю вязание и начинаю вязать в обратном направлении. И таким образом вяжу также 5 рядов, а затем соединяю все вязание и буду вязать на высоту резинки. Я связала 7 сантиметров в общей сложности. Вот у меня такая петля получилась, ее практически не видно. Это лицевая сторона, вот изнаночная. И теперь мы будем переходить к вязанию уже лицевой гладью и будем убавлять петли резинки. Я маркерами отметила планку, то есть вот у меня 2 кромочных и дальше 9 петель планки. Беру также спицы 3,75 и провязываю кромочные петли и петли планки. Вязание держу лицевой стороной к себе.
Дальше перехожу на вязание лицевой гладью и возьму спицы 4 миллиметра. То есть будет получаться так, что планка вяжется спицами 3,75, а основное полотно спицами 4. Беру спицы четверку, провязываю лицевую, изнаночную тоже провязываю лицевую. Обращайте внимание, за какую стенку подхватывать, чтобы петли не были скрещенными. А следующие 2 петли буду вязать 2 вместе. Так, лицевую сняла, провязываю изнаночную лицевой и лицевую накидываю. Дальше опять просто 2 лицевые, затем 2 вместе лицевой. И таким образом вяжем до петель планки. Я довязала до планки и теперь беру вновь спицы 3,75 и планку провязываю спицами 3,75. Я довязала ряд до конца. Теперь у меня между планками 175 петель. Ну и, конечно, плюс кромочные, плюс еще петли планки. Дальше я вяжу длину нашего кардигана. То есть планку продолжаю вязать резинкой 1 на 1, спицами 3,75. Делаю петли для пуговиц, когда необходимо. А основное полотно вяжу спицами четверкой, лицевой гладью. Я уже связала необходимую длину. У меня получилось 3 петельки для пуговиц между петлями, то есть вот от нижнего края до верхнего края этой петли у меня 7 сантиметров. Еще я добавила дополнительные ряды, чтобы планка не стянула наше основное полотно, так как она вяжется спицами меньшего размера. То есть периодически между петлями у меня было 2 таких ряда, когда я вяжу планку и потом не перехожу на вязание основного полотна, а разворачиваю вязание и опять вяжу планку, и затем только возвращаюсь и вяжу основное полотно. То есть сделала дополнительные ряды по планке. Сейчас мы будем делить петли на полочки и на спинку. Для этого мы общее число петель, не захватывая петли планок и кромочные, делим на 4 части. В моем случае получается по 44 петли на полочки и 87 петель на спинку. Я повешала соответствующие маркеры. Дальше нам необходимо отделить подрезы. Подрез будет равен 1/4 обхвата бицепса. В моем случае это 6 сантиметров или 12 петель. Возьмите четное количество петель, чтобы было удобнее. Подрез будет 12 петель, но я их не буду сразу же все откладывать. Я отложу только 8 петель, то есть от нашего маркера, который разделяет полочку и спинку, я в одну сторону отмечаю 4 петли. И во вторую сторону также 4 петли. А еще 4 петельки я постепенно убавлю, чтобы был вот такой как бы небольшой скос, как при формировании вточного рукава. И точно так же выполняю с другой стороны. Сейчас мы вяжем до синего маркера. И я как раз вам покажу, как я выполняла дополнительные ряды по планке. Сейчас просто вяжем все петли планки. И теперь я не перехожу на вязание основного полотна, а разворачиваюсь и опять вяжу петли планки. Здесь у меня петля лицевая, я так и делаю, то есть рабочую нить убрала назад, чтобы петля осталась лицевой. И еще раз провязываю петли планки. Примерно через каждые 10 рядов необходимо проводить такую манипуляцию. Все, сделала дополнительный ряд по петлям планки и сейчас вяжу целый ряд до синего маркера. Довязала ряд до синего маркера, разворачиваю вязание и теперь добавляю петли подреза, которые я здесь не добавила. То есть смотрите, кромочную не снимаю, а кромочную петлю и следующую за ней петлю провязываю просто 2 вместе изнаночной. И дальше продолжаю вязать по рисунку изнаночными петлями. Я убавила одну петлю. То есть сейчас у меня уже не 8 петель подреза, а сделано 9. 10-я будет со стороны спинки убавлена. Сейчас я
В следующем изнаночном ряду убавлю здесь 11 петлю, а по 12 петлю убавлю уже со стороны спинки. То есть сейчас довязываем изнаночный ряд до конца, затем вяжем лицевой и в следующем изнаночном вновь выполним убавление. Вот такие убавления получились со стороны подреза. Теперь мы формируем полочку и сейчас будем формировать как бы часть нашего рукава, делая прибавки, и будем формировать V-вырез, делая убавки. То есть у нас сейчас вязание уйдет вот так в сторону. Убавлять будем в каждом лицевом ряду со стороны планки, то есть петли я больше делать не буду, а со стороны подреза будем наоборот выполнять прибавки. Сейчас провязываем петли планки и теперь формируем убавление. Я буду вязать убавление с наклоном в правую сторону. То есть мне для этого петельки нужно вот таким образом повернуть, чтобы вязать их за переднюю стенку. Подхватываю и провязываю 2 вместе. Затем вяжу ряд до конца. Я уже довязываю ряд, осталась кромочная. Разворачиваю наше вязание. И сейчас буду делать прибавление, то есть просто вот таким образом начну ряд с накида. Это будет у меня уже как бы кромочная, а кромочную петлю провязываю изнаночной. Вяжем ряд до конца. Я довязала ряд до конца, вот по лицевой стороне, как выглядит наше убавление. И сейчас мы вновь вяжем лицевой ряд и опять здесь сделаем такое же убавление. И я покажу, как провязывать накид в конце, который мы добавили. Довязываю ряд до конца. И вот он накид, я вяжу его просто как кромочную петлю. Разворачиваем вязание и вновь начинаем ряд с накида. То есть таким образом мы делаем со стороны подреза прибавки через накид, со стороны выреза убавления, провязывая 2 петли вместе до тех пор, пока у нас вот эта вот косая линия, которая будет образовываться вот здесь за счет наших прибавлений, не будет равна 1/2 обхвата бицепса. То есть сейчас у нас будет образовываться вот такая косая линия, и длина этой косой линии должна быть равна 1/2 обхвата бицепса. В моем случае 12 сантиметров. Я уже провязала несколько рядов. Вот у меня убавление со стороны выреза. Здесь маркерами я просто отмечала разворотный ряд планки, для того, чтобы планка не стянула изделие, так как мы ее вяжем спицами меньшего размера. И вот со стороны проймы прибавление. И вот длина вот этой косой линии с прибавлениями, не считая линий с убавлениями, когда мы формировали подрез, должна быть равна половине обхвата бицепса. И в моем случае 12 сантиметров. У меня получилось сделать 12 прибавлений. И сейчас я буду вязать в таком же ритме, только делать буду не прибавление с этой стороны, а наоборот убавление. И сделаю точно так же 12 убавлений. А вырез горловины продолжу убавлять. То есть сейчас у меня количество петель будет сокращаться на спицах. Со стороны выреза будут убавления и со стороны проймы будут убавления. Убавление я буду выполнять со стороны проймы в лицевом ряду. То есть сейчас идет изнаночный ряд, я его провязываю без изменений, а затем покажу, как буду формировать убавление. Смотрите, у меня уже лицевой ряд, я не довязала до конца 2 петли, и сейчас 2 эти петли просто провязываю вместе лицевой. То есть теперь мы в каждом лицевом ряду делаем и в конце убавления, и в начале. То есть и со стороны выреза, и со стороны проймы. Вяжем точно такое же количество убавлений со стороны проймы, как и связали вот здесь вот прибавлений. Я довязала полочку, то есть выполнила 12 убавлений, и затем оставшиеся петли закрыла в изнаночном ряду самым обычным способом, косичкой. Петли планки не закрывала, отложила их на булавку.
Посмотрите, у нас сформировалась пройма, то есть вот здесь, вот где идут прибавления, это будет пройма, а убавление и вот это вот участок с закрытыми петлями, это плечевой скос. По планке я маркерами отмечала места, где делала дополнительные ряды по планке. И теперь мы точно так же вяжем и вторую полочку. Начинаю я с изнаночного ряда. И для того, чтобы у меня нить не оказалась присоединена с планки, чтобы здесь не было некрасивого стыка, я начну с того, что провяжу дополнительный ряд по планке. То есть начну с лицевой стороны, с петель планки вязания. И сейчас перейду на изнаночный ряд и также довяжу его до конца. А в начале лицевого ряда начну формировать убавления, которые нужны для того, чтобы доделать подрез. Вязала ряд также до подреза, до синего маркера. Разворачиваю вязание и начинаю формировать дополнительные наши петельки для подреза. То есть точно так же, как мы начинаем ряд, только там с той полочки начинали ряд изнаночный, и здесь получается лицевой с того, что провязала 2 петли вместе. Дальше вяжем по рисунку. Я доделала подрез, то есть выполнила 2 убавления. И теперь мы будем формировать уже пройму. То есть сейчас начнем делать сначала прибавление со стороны проймы, а затем убавление. И начнем выполнять убавление со стороны планки для формирования V-образного выреза. То есть мы точно так же начинаем ряд с того, что делаем накид. Сейчас я только рабочую нить переверну сзади. Делаю накид и начинаю вязать кромочную петлю по рисунку, то есть лицевой. Не делайте кромку, чтобы были какие-то скрещенные петли. Она должна быть хорошо растяжимой, чтобы не стянуть пройму. Сейчас мы не дойдем до планки 2 петли, и я покажу, как формировать убавление с этой стороны полочки. До планки осталось 2 петли, и я их вяжу 2 вместе с наклоном влево за заднюю стенку. Все, таким образом начинаем формировать вырез горловины. Делаю убавление в каждом лицевом ряду. И со стороны проймы сначала выполняем 12 прибавлений, затем 12 убавлений. Не забываем делать дополнительные ряды по планке. Вторая полочка у меня готова. Теперь мы приступаем к вязанию спинки. И вяжем ее практически так же. То есть сначала убавляем по 2 петли с каждой стороны для подреза, а потом начинаем прибавлять 12 петель и затем убавлять 12 петель. Петли подрезов, то есть 8 петель, пока можно скинуть на дополнительные спицы. Я довязала спинку, все делала точно так же сначала. Подрез доформировала, затем прибавляла 12 петель и потом убавляла. И просто закрыла петли также в изнаночном ряду самым обычным способом с образованием косички. Никакой вырез по спинке я не делала. Теперь смотрите, мы берем нашу полочку, складываем со спинкой, совмещаем вот эти вот углы, где прибавки переходят в убавки, и выполняем вот такой вот шов, то есть как бы вот у нас само плечо и такое вот спущенное плечо, да? Участок прямой и скошенный. Сшиваем любым удобным для вас способом, крючком или можете трикотажным швом. Ссылочку на трикотажный шов мастер-класс я оставлю в описании под видео. Можете зайти и посмотреть. Я выполнила шов. Делала его сначала как матрасный, а потом шов петля в петлю по закрытым петлям. Аккуратный шов. Не делайте здесь острый угол, чтобы кардиган красиво сидел, он должен быть таким плавным. И теперь нам необходимо связать планку и по спинке нашего кардигана. Для этого я переодела петли планки на спицы. Я не обрезала здесь рабочую нить после того, как связала полочку. И продолжаю вязать планочку, а затем ее будем пришивать.
Смотрите, я уже подвязала несколько рядов планки. Кромку у планки я формирую как узелковую, то есть провязываю петлю изнаночной. И потом вот таким образом перекидываю рабочую нить. И сразу же пришиваем связанный кусочек. Смотрите, у нас между кромочной петлей и следующей имеются вот такие вот две ниточки. Вот их хорошо видно. Мы их и будем подхватывать. Подхватываем одну петлю по спинке и одну ниточку на планке. Следующую петлю на спинке и вторую ниточку по планке. Петлю по спинке, а затем по планке не одну ниточку, а сразу обе. То есть мы будем чередовать на планке, то подхватываем ниточки по одной, то сразу же пару. И сейчас опять подхватили петлю по спинке и следующую пару ниточек подхватываем по одной. И таким образом вяжем планочку и одновременно ее подшиваем. Я довязала планку и пришила ее по всей спинке. С изнаночной стороны получается рубчик. Теперь нам осталось сшить края планки трикотажным швом петля в петлю. Ссылка на швы есть у меня в описании под видео. Можете зайти посмотреть. Я сшила края планки. Вот такой незаметный шов получается. Для того, чтобы выполнить шов по резинке, нужно сначала разделить петли на две спицы. На одной должны остаться только лицевые, на второй только изнаночные. И сшиваем петли как бы по кругу. Теперь мы перейдем к выполнению рукавов. Начинать будем набор петель с подреза. На подрезе у меня 8 петель, поэтому я сейчас возьму половину, то есть 4 петли. Беру рабочую нить и начинаю провязывать эти 4 петли. Теперь перехожу к набору петель по пройме. Вот у меня, видите, протяжка. Вот эта протяжка выходит в петлю, я ввожу спицу в эту петлю и подхватываю рабочую нить. Затем вот видите, где идет убавка, вот под ней 2 петельки. В первую ввожу, во вторую. Следующая пара убавок, вот она отмечена вот такой петелькой, вот первая петля и вторая. В них ввожу спицу, набираю. И дальше у меня идут уже прибавления. Ввожу спицу в петлю, которая как бы находится между убавлениями и прибавлениями, набираю петельку. И дальше перехожу на прибавки. У меня первый, второй ряд и перехожу таким образом. Раз, два. Перехожу в следующую пару прибавок, опять же. Раз, два. Дальше к следующей паре передвигаюсь. И таким образом поднимаю петли. Они как бы подниматься будут парами. Чтобы рассчитать, через какие промежутки выполнять убавления по рукаву, необходимо надеть на себя кардиган и измерить длину рукава до косточки на запястье. В моем случае получилось 40 сантиметров. Далее мы меряем обхват нашего запястья, берем резинку, которую мы связали уже по низу, и откладываем сантиметром ширину запястья и считаем, сколько петель получилось в этом отрезке. В моем случае получилось 50 петель. То есть сейчас у меня на рукаве собрано 68 петель, а у запястья я хочу 50 петель. Поэтому от 68 отнимаем 50, получаем, что необходимо убавить 18 петель. Так как в каждом ряду я буду делать 2 убавления, то я 18 делю на 2, получаю, что мне на протяжении 40 сантиметров необходимо сделать 9 убавочных рядов. То есть я 40 делю на 9, получаю примерно, что через каждые 4 сантиметра мне необходимо будет убавлять 2 петли. То есть убавки мы рассчитали. Дальше нам нужно вписать рисунок. Мы берем схему узора и смотрим раппорт узора 8 петель.
мы количество петель на нашей пройме 68 делим на раппорт, то есть на 8 петель, получаем, что у нас будет 8 раппортов. Но обратите внимание, что у нас раппорт узора начинается вот с этого вот как бы цветочка или листочка и заканчивается 4 лицевыми. Поэтому, допустим, если я начну рукав с цветочка, то закончу 4 лицевыми. То есть у меня будет несимметрия. Начало ряда цветочек, а конец ряда 4 лицевые. Будет не очень красиво, несимметрично. Поэтому последний раппорт, то есть 8, я должна связать буду не целый, а закончить именно вот таким вот цветочком. В итоге я получаю, что будет 7 целых раппортов плюс 4. То есть всего 60 петель. А у меня 68. То есть 8 петель остается лишних. Но мы их так и распределим. 4 петли в начале ряда и 4 петли в конце ряда. Ничего страшного, что будет эта лицевая дорожка. Мы все равно будем по рукаву делать убавление. И постепенно эти петли уйдут. Сейчас мы обязательно вешаем маркер в центр подреза. Это будет наше начало ряда. И согласно схеме начинаем вывязывать узор. То есть сначала нужно провязать просто 4 ряда лицевыми. На канале есть подробный видео мастер-класс. Ссылку оставлю в описании. И когда свяжу 4 сантиметра, я покажу, как выполнять убавление. Вот получилось все, как рассчитала. В конце ряда 4 лицевых после цветочка. И в начале ряда 4 лицевых перед цветочком. Я провязала 4 сантиметра, и у меня получилось 12 рядов. То есть сейчас идет 12 ряд, и в нем будем делать убавление. Посмотрите, как аккуратно смотрится наш стык, то есть то место, где мы поднимали петли. Очень красиво. Теперь будем вязать убавление рукава. Первое убавление вяжем не в начале ряда, а в конце. То есть я сейчас довязываю 12 ряд и в конце его делаю убавление. Я не довязала до конца ряда 3 петли и сейчас их провяжу 2 вместе с наклоном в левую сторону. Одну петлю снимаю, следующую вяжу лицевой и потом снятую петлю накидываю на провязанную. Лицевая. Переснимаю маркер. Начинается у меня 13 ряд. Я вяжу одну лицевую и 2 вместе с наклоном вправо. То есть просто провязываю за передние стенки. И дальше иду по рисунку. Так как мы убавление провязали сначала в конце ряда, а потом в начале, то оно выглядит как бы на одной линии и нету ступеньки. Таким образом я буду вязать убавление в конце каждого 12 ряда и в начале каждого 13 ряда, то есть через каждые 4 сантиметра. Мой рукав достиг необходимой длины до косточки на запястье. Вот так узор выглядит в районе подреза, то есть там, где мы делали убавление. Сейчас у меня на петлях, на спицах осталось 50 петель. Я использую укороченные спицы для вязания рукава. Это очень удобно. У меня есть обзор на эти спицы. Ссылочку оставлю в описании. Можете зайти посмотреть. Обратите внимание, что нужно закончить, чтобы у нас цветочек был связан до конца. То есть, видите, вот после цветочка у меня еще связан один ряд. То есть я сформировала цветочек и связала ряд лицевых петель. Теперь мы берем спицы меньшего размера, то есть те спицы, которыми мы вязали резинку по низу изделия. Я беру спицы 3,75 и провязываю еще один ряд просто лицевыми петельками. А потом уже перейду на вязание резинки 1 на 1. Я довязала манжет, закрыла все петельки при помощи иглы, связав при этом сначала 4 ряда полой резинки. Как выполняется закрытие иглой, на моем канале уже есть видео мастер-класс. Я оставлю вам ссылочку в описании. Можете зайти и посмотреть. Мы точно так же выполняем второй рукав. Пришиваем пуговицы к нашему кардигану и все готово. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, делитесь этим видео с вашими друзьями. Если это видео было для вас особенно полезным,
то вы можете отблагодарить меня, оставив платный комментарий. Это под видео такое сердечко с долларом внутри. И до скорых встреч. Всем пока-пока.